Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Водолей на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз конец июля, август 2026. Точка невозврата или 6 шагов к вашей новой реальности. Что изменится до конца лета в вашей судьбе? И сегодня мы пройдем 6 шагов, которые меняют вашу жизнь, а быть может и вашу самих. И планетарные транзиты у нас ретро-Меркурий заканчивает свое попятное движение 24 числа. Но на смену ему уходит в конце июля Сатурн, планета кармы, как мы говорим. Строгий учитель уходит в ретро-движение, и оно продлится почти до конца года, до 11 декабря. И это означает традиции, структура, границы и вопросы обязательств. Это то, что будет меняться. Это то, что нам придется как устранять устаревшие методы или даже устаревшие взгляды. И Венера в Деве до 7 августа нам как раз добавляет вот этих земных энергий. Наведение порядка, мы можем сказать, в целом, и создание надежных систем. И что примечательно, сам конец июля – полнолуние в вашем знаке Зодиака 29 числа совпадает одновременно с транзитом Юпитера во Льве. Что это означает? Громкие новости, яркие события, какие-то неожиданности. Нам следует пройти без напряжения этот путь, поэтому последняя неделя июля для нас открывает август. Первый шаг. Что вас тянет вверх, а что, как черная дыра, забирает энергию назад? Итак, что вас тянет вверх? Первый шаг будет из 2 карт. А что забирает вашу энергию? Отношения. Кто зеркалит вас, кто себя проявит неожиданно. Третий шаг. Откуда придут возможности, ваши главные ресурсы? В чем? Что оставить в прошлом? Четвертый шаг. Что уже не имеет значения? Пятый шаг. Важные события. Что изменится и что вам важно услышать? И шестой шаг, к чему приготовиться. Помните, что все те планетарные транзиты, о которых я рассказала, словно судьба расчищает путь. Это как и обстоятельства, которые нас окружают, и то, что происходит в жизни людей из вашего окружения, тоже косвенно оказывает влияние на вас. Итак, что же вас именно как прогресс тянет вверх? А вот есть какие-то взаимоотношения. Причем это могут быть сложные отношения. Иногда по этой карте проходит ностальгия. Это тот человек, которого, быть может, мы знали долгое время, но с которым не совсем просто могли складываться отношения. Тут у каждого по-разному. Это какая-то история могла быть дружбы, которая длилась многие годы. Вполне вероятно, но есть какой-то важный человек, важная персона в вашей жизни – и для кого-то напрямую эта личная жизнь будет проигрываться от начала до конца. Это вот те люди, которых мы не можем исключить. Они нам нужны, а мы нужны им. Это какая-то история судьбы, которую проходит не один человек, а проходят двое. Тут именно, как мы говорим, по судьбе взаимосвязь какая-то есть, она будет продолжена. И тем не менее эти отношения, они имеют какое-то очень важное значение, как минимум до конца лета. А вот что забирает вашу энергию? Здесь может быть как и какая-то новость, которую вы услышите позже, это у нас вестники, которая может застать врасплох, которая может резко переключить ваше внимание на что-то другое. Ну и где-то мы рискуем увязнуть в этом, есть такой момент. Но это может быть и поведение другого человека, иногда по этой карте идут молодые люди. Молодые, которые, есть такой элемент инфантилизма, да, когда человек не имеет достаточно опыта, уперся, как говорится, рогом, да, я надеюсь, вы понимаете мой сленг, и ты его никак с места не сдвинешь, или наоборот, ты его не переубедишь как-то не действовать, или наоборот, это к вам какой-то призыв звучит, поступай или так, или никак, я приму или принимаю одну какую-то позицию, а другую я даже категорически не хочу рассматривать. Вот что-то такое может быть, как, знаете, полное отрицание чего-либо. Давайте раскроем эти 2 карты. Что вас тянет вверх? Именно вверх. Вы знаете, все-таки, видимо, придется какие-то силы вам как собрать. Может быть, это будет связано, первая карта, именно с взаимоотношениями. Но правда, у кого-то могут быть непростые взаимоотношения. Когда устали даже оба. А тем не менее, оба понимают, что нет. Как минимум до конца лета, а то и до конца года будут продолжены эти отношения, потому что либо ряд вопросов остались нерешенные, либо вам нужно
ну, как-то очень правильно, грамотно поступить. Но я должна сказать, что вас, если мы не будем увязывать с первой картой, по десятке жезлов, конечно, идет усталость. И тут уставшие люди делают ошибки. Я часто говорю эту фразу, вы слышите ее от меня. Но в этой же карте нам говорят, вот есть что-то в вашей жизни, мои дорогие водолеи, когда, ну вот как волю в кулак приходится собрать и, видимо, еще какую-то дистанцию пройти. И сил у вас хватит. Вам нужно что-то завершить. Потому что все-таки по максимуму десятка жезлов. Нам нужно именно подвести какой-то итог. Что это такое? И хватит этих сил. Договориться все-таки все то, что я говорила с первой карты. По этой карте однозначно старший аркан влюбленная. Какая-то история продолжается. И может быть у кого-то это любовь, а у кого-то это компромисс, мои дорогие. Примирение. Понимание того, что да, как бы нам там что-то не нравилось, но именно сейчас наш тандем, мы как нужны друг другу. Мы не можем его разорвать, мы не можем что-то завершить. А для кого-то, правда, вот этот почетный компромисс совершенно необходим, потому что какая-то история будет продолжена. Так или иначе, но для вас это прогресс. Это не забирает силы, хотя вы можете как раз, как ни странно, вот посмотрите. Ведь десятка жезлов, вы как раз можете чувствовать, что этот человек забирает много внимания. Этот человек от меня чего-то там требует, да, может быть и так. Но, видимо, есть какой-то пункт, который касается ваших интересов или вашей какой-то взаимосвязи, когда это будет, тем не менее, продолжено. Фактически это не забирает вашу энергию и ваши силы, хотя сделать что-то, осуществить или продолжать может быть достаточно сложно. И я должна сказать, у кого-то карта мага выпадает. Ну, это вы, конечно, в таких энергиях, как у мага. Ну, маг – это великий практик. И все то, что я говорила сейчас, это как раз о практике, правда? Одно дело, чего мы хотим, а другое дело такое вот холодной головой понимание, что, ну да, ну вот есть какая-то история или какое-то событие, нравится или мне не хочется этим заниматься, но тем не менее вот пока определенно стоит в чем-то участвовать. Есть, опять же, какой-то практический смысл. Для кого-то эта карта будет означать иногда. Это именно так проигрывается. Смотрите. Пусть не в этой колоде, но в некоторых колодах прорисован как бы знак Меркурия в левом верхнем углу, а в правом верхнем углу прорисованы знаки Близнецы или Дева. То есть это два знака зодиака, которые управляются Меркурием. И здесь двояко. Для кого-то из вас то, что встало на паузу, может быть где-то июнь-июль месяц, да, конец июня точнее, и вот по 24 июля. Здесь будет продолжено эта история с какими-то новыми нюансами. Или когда от человека поступит новое какое-то свидетельство, или какой-то контакт, или какая-то новость. Вполне вероятно, да, то есть мы рассматриваем Меркурий, ретро-движение, и то, что вы или инициировали, но до конца не довели, а вам придется это до ума как доводить, да, когда уже Меркурий перейдет в прямое движение после 24 июля, и, может быть, потребуется для этого еще и август. Но точно так же это может проиграться человек, который либо по солнечному знаку зодиака, либо имеет у кого-то асцендент в знаке Дева или Близнецы. А что же тянет назад? Королева Пентаклей. Ну, вообще, это сильная позиция, это тот человек, который надеется сам на себя. Ну, где-то расчет, конечно, по этой карте идет. Может быть, не все вы сможете просчитать. Или я больше вижу, что нет настроения чем-то особо заниматься. Нет настроения кого-то уговаривать. Нет настроения с кем-то спорить, мои дорогие. А человек может тут вам выдвигать какие-то аргументы. Это могут быть два разных человека, кстати. Это могут быть две разные ситуации. По королеве Пентаклей, что тянет назад, может быть нерешенные вопросы по части заработков или нерешенные вопросы по части дома. Да, скорее всего, тут будет какой-то выбор, как и деньги, так и то, что касается ваших близких. Вы получите явно новость, а то и два пажа, когда вам придется как-то правильно переосмыслить. И тем не менее,
Изящное завершение, так называют десятку мечей, колет барон Рид, известный таролог и психолог. И десятка, мы говорим, да, по максимуму. И если мы говорим завершение, это как будто мы закрываем прошлая дверь. Но, может быть, это в позиции, что тянет назад, да? Мы хотим быстрее с чем-то разобраться. Мы хотим, ну, как-то быстрее получить уже эквивалент. А судя по первому ряду, тут что-то будет продолжено, ну, как минимум еще какой-то срок. Может быть, и будут постепенно вот какие-то события, они либо сами проясняются, либо помимо вашей воли вы, наблюдая, можете понимать, что, а вот и правда, тут еще, ну, пару шагов каких-то осталось, и все-таки этот вопрос решится, вы можете это чувствовать. Здесь будет определенное видение ваше, что вот вам нужно что-то, а что вам, в принципе, уже, ну, как балласт, мои дорогие. Вы будете этот балласт видеть, но я могу сказать, что это скорее ваше ощущение или желание быстрее, как, знаете, одним махом что-то отрезать или разобраться в каком-то вопросе и вообще к этому не возвращаться. Но, тем не менее, так, наверное, быстро по вашему сценарию не получится. Очень много новостей или 3 пажа, мои дорогие. Здесь могут участвовать даже 3 человека в какой-то истории. Здесь могут участвовать 3 новости, да, или 3 события, когда переплетаются, и какая-то, ну, как мешанина получается. И не совсем понятно, как, с чем тут провзаимодействовать, с чем согласиться, с чем отказаться. То есть какую-то энергию, вот такой своеобразный хаос он может у вас забирать. Но все же эта карта будет говорить о том, что ты, Водолей, получишь какой-то, ну, как результат от того, что ты будешь со всем этим взаимодействовать. Позволь, может быть, не резко, на импульсе как какое-то дело завершить, а позволь этому делу развиться, обрасти какими-то событиями, потому что иногда мы ускоряем какой-то процесс, правда? А если бы мы не ускоряли, мы бы увидели больше, мы бы узнали больше. И вот, видимо, этот момент вам тоже нужно учитывать, потому что что-то тут вам, то, что поначалу кажется мне мешает, в конечном итоге вам поможет принять правильное решение. Будьте внимательны. Кто зеркалит вас или как проявит себя неожиданно? Проявит неожиданно, правда. Здесь может быть предложение какого-то человека, буквально приглашение у кого-то может проиграться, как приглашение встречи. Или приглашение по работе, мои дорогие. Или вы сами можете найти, к примеру, все то, что касается работы, какой-то проект, и вы можете даже несколько удивиться от того, что кажется, ну, вроде бы мне вот когда-то это было интересно, я об этом когда-то мечтала, ну, или мечтал. И вы знаете, здесь нужно как бы откликнуться, тут это нужно попробовать. Или, по крайней мере, может быть, куда-то съездить, с кем-то переговорить, ну, как распытать, что же это такое, углубиться в какой-то вопрос, вот, кстати, для того, чтобы в нем разобраться. Но тут точно так же может быть и решение какого-то человека в отношении вас, когда он может себя проявить в плане, внезапно вам написал или внезапно раздался какой-то звонок, потому что человек, опять же, видит в вас, это точно, сильную позицию, сильную поддержку, что вы ему можете чем-то помочь. Будьте готовы, правда? Вы можете получить от кого-то какую-то либо важную бумагу, либо важное свидетельство. И, как ни странно, в этом будет ваш шанс тоже. Какой-то есть элемент такой, который, может быть, поначалу вам не виден. Но вот именно вы зеркалите, потому что есть человек, опять же, с которым ваша история пока идет в унисон. Хотите вы этого или нет. Может быть, ваша история напоминает, знаете, такое танго, когда сначала вы были более активны, а человек был пассивен, а потом вы как меняетесь ролями. Вы действительно зеркалите. Но вот есть тут определенно, вот как здесь паж кубков, здесь даже туз кубков выпадает. Вот вам какие-то взаимоотношения очень важны, нужны. Там не просто, знаете, эмоциональный фон. Да, тут эмоционально вам будет что-то приятное и очень нравится, поверьте, мои дорогие. Но 2 туза, тут именно то какой-то есть, хочется сказать, возможность. Ведь всегда туз жезлов – это карта шанса. Это и ваш шанс.
Поэтому определенно есть отношения и есть какой-то необыкновенный тандем. Пусть он не стремится пока к завершению или не стремится к тому, чтобы, ну, как какой-то фундамент под собой сделать. Нет, тут, скорее всего, импульсы, начало, пусть даже в тех взаимоотношениях, у кого-то рабочих, у кого-то личных, когда вы, ну, друг друга вроде бы и знаете, но пока это все равно на уровне как какого-то нового начинания, нового интереса, нового взаимодействия или отношения, как любовь, которая вспыхивает с новой силой. Вот, мои дорогие, я этого тоже не исключаю. И ведь для кого-то из вас это будет удивительно, это будет неожиданно. Будьте к этому готовы. И тогда вот эту дорожку спонтанную как будто тоже следует пройти. Третий шаг. Откуда придут возможности? Ваш главный ресурс. Как ни странно, эмоции. Карта любящего человека. Да, замечтаться мы тут не должны, по идее, по этой карте. Но, видимо, проявить свои эмоции именно период до конца лета, это для вас тоже имеет какое-то хорошее значение. Может быть, вот именно через добрые эмоции у вас получается с кем-то договориться. Хотя я не исключаю, что, подписывая документы, будьте все-таки внимательны. Здесь напрямую может прийти возможность от человека, опять же, которого вы знаете, или от любимого человека. Здесь может быть какой-то план, который вы задумывали вместе с кем-то. И, скорее всего, этот план, как точно, мои дорогие, вы вместе будете с конкретной персоной обсуждать, как вам правильно поступить или как вам делать. С какой-то персоной вы будете строить планы. Для кого-то из вас это будет еще тот период, когда вы будете подписывать какие-то документы или отправитесь по инстанциям, чтобы узнать, как в отношении работает закон или какие-то положения в принципе, которые предусмотрены в вашей местности, или пусть это организация, для кого-то из вас даже по работе, мои дорогие, королева кубков и карта Иерофант, да, и двойка жезлов, это ведь всегда какой-то план, это какое-то намерение, это уже мы как бы стабилизируем какую-то нынешнюю ситуацию и позволяем себе, ну, как минимум, маленький план на будущее уже строить. И как будто энергии судьбы, ведь очень часто по карте Иерофант сама судьба, дополняют. Вот здесь двое дополнять будут друг друга. И обстоятельства как-то так будут для вас красиво складываться, когда вы можете что-то как и согласовать, так и подписать, осуществить, какой-то документ очень важный получить, мои дорогие, который вам буквально открывает новые перспективы. Для кого-то этот документ будет связан с путешествием, ну, может быть, и виза, а для кого-то из вас это новый проект, который касается как интернет-проекта, работы на дому или работы из любой точки мира, или переезд куда-то очень далеко, мои дорогие. Вот здесь может закладываться именно фундамент, да, вот этого переезда. Что-то вы будете просчитывать, что-то вы будете продумывать. Возможно, такие организационные мероприятия будете тоже узнавать, как работает закон в какой-то местности. Или какие условия, допустим, если мы говорим рабочая ситуация, какие условия вам предложат по работе, на что вы можете рассчитывать. Я не исключаю, что финансовая составляющая тут тоже будет звучать. Почему? Иерофант. Иерофант нищий не бывает. Тут мы скорее что-то очень вот как Венера в Деве. Пунктуально, вот так вот по-земному просчитываем. И ни разу тут не про какие-то экзальтированные планы, нет. Тут про реальность и то, что как синица в наших руках. Но эта синица именно уже с таким прицелом, что мы ее держим и сами, словно тот журавль в небе, куда-то собираемся стартовать. Вот очень интересно, что-то у вас. И это, мои дорогие, это возможности ваши. Это в этом ваша сила. Это ваш главный ресурс. Что-то соединить, организовать или узнать именно так вот, как на самом деле положено по закону, по каким-то инструкциям, приказам, что-то просчитать, продумать, может быть, так пунктуально просчитать какую-то поездку или переезд, или какой-то, ведь это карта заслуженного успеха, просчитать свои последующие шаги на более длительный период. Это все ваши ресурсы. Да, тут не случайно карта мага. Это вы сами, маги и волшебники. Что оставить в прошлом?
что вам мешает, что уже не имеет значения. Вот по этой карте мы ищем выход, и мы его находим. И стало быть, выход будет несколько иной, нежели на то, что вы рассчитывали прежде. Вы можете сами тут что-то переиграть. Причем какая-то история либо вам в определенный момент будет неинтересна, или вы понимаете, что обстоятельства уже поменялись, и я уже поменялся или поменялась, и то, что мне было раньше, может быть, пару месяцев тому назад, тройку месяцев тому назад, были одни какие-то приоритеты, интересы или мировоззрение даже. Вот, кстати, я этого тоже не исключаю. Нет, ситуация изменилась. Мне уже туда не надо, я уже туда не хочу. Я уже там или был, или была, но у кого-то может напрямую проиграться. Какая-то поездка, когда вы в определенной местности оказываетесь сами, что-то видите своими глазами, или с кем-то, ну, как диалог осуществите важный, и точно вот разберетесь с чем-то, и поймете, что вот нет, вот в этом контексте, или вот это именно предложение. Если оно не может быть как пересмотрено в компромисс, то я не соглашаюсь. Вот, кстати, вы можете собственные планы изменить. Вы можете сами кому-то сказать «нет». И как будто, да, тут это будет сопряжено либо с тем, что вы очень прагматичны будете, мои дорогие водолеи. У вас это такие добрые энергии, которые помогают. Вам не захочется рисковать собой, и это правильно. У вас две карты: Иерофант и правосудие, и это всегда по судьбе. Карта кармы. Но это еще и карма, та карма, которая может быть зафиксировано в документах, мои дорогие, все-таки правосудие. И если мы говорим о букве закона и не хочется рисковать, тут могут быть такие вопросы подняты, когда какой документ мы готовы подписать, какой компромисс и вы с вашей стороны, на какой вы готовы и готов человек, или чем готов поступиться человек, и вы тоже, или насколько вы и еще кто-то готов углубиться в какую-то тему и, в принципе, что ожидаемо наперед. То есть вот этот просчет какой-то холодный, он для вас служит, знаете, как базисом, как якорем и подушкой безопасности одновременно. Значит, приготовьтесь, что у вас как минимум две какие-то важные ситуации до конца лета будут вот так шаг за шагом проясняться. И вот эти энергии, да, которые не хочется собой рисковать, а наоборот хочется стабилизировать вот какую-то вашу историю или как два каких-то события, и высшие силы вам в помощь. Вот тут действительно может быть как и не случайная случайность, или такой поворот событий, когда именно так события сложились, или обстоятельства в жизни конкретного человека. И вы тут можете что-то переиграть. Причем переиграть все то, что я говорила по первой карте в этом ряду. Когда вас нет уже в прошлом. Вы понимаете, что то, что было интересно прежде, вот сейчас не имеет никакого значения. Видимо, до конца лета может быть и такой поворот событий, когда вас сама судьба переключает именно на решение тех вопросов, которые наиболее актуальны. А вот те прежние планы, которые вы строили когда-то, возможно, на период конца июля и августа, тут придется пересмотреть, потому что многое, опять же, уже как будто само от вас оттолкнулось и для вас не имеет значения. Вас в этом прошлом просто нет. Вот так коротко и ясно. Нам говорит эта карта и показывает. Давайте мы с вами узнаем важное событие, что изменится или что вам важно услышать. А ведь и правда, личная история может меняться. И у нас, тем не менее, две карты выпало, да? И пусть мы это смотрели с вами, откуда придут возможности. Королева кубков, а здесь у нас король кубков. Поэтому какие-то взаимоотношения очень важны. Может быть, это и вопросы дома, вопросы пары, вопросы взаимодействия. Да тут не только до конца года. Тут то, что будет продолжаться как минимум еще лет 10. Карта выбора правильного направления. У кого-то из вас это тот тандем во взаимоотношениях, который не только, ну, может быть, есть и чувства у кого-то, но это есть еще и как сам проект. Тут может быть, знаете, какой союз? Когда двое дополняют друг друга
И это есть дружба. Это не просто там любовь или, ну, говорим, чувства, сентименты. Нет, это когда друг друга люди готовы поддерживать. И, может быть, это какой-то проект. Кстати, я не исключу, что для кого-то именно в паре как совместный бизнес, как идея может зародиться до конца лета. Или какой-то проект ваш совместный, а давай-ка мы попробуем. И, кстати, тогда популярность вас ждет. Для кого-то из вас переезд на далекую дистанцию, все-таки звезда. Здесь могут быть или могли быть какие-то отношения на расстоянии. И вот представьте, вы можете, как первая ласточка, какие-то разговоры или в разговорах может прозвучать тот факт, что неплохо бы нам встретиться и обсудить более предметно, конкретно, с глазу на глаз. У кого-то проиграется так, и это будет как важное событие. Мои дорогие любимые водолеи, пройдите дорогой судьбы. Тут что-то многообещающее, причем то, что разворачивается совсем не в той плоскости и не в том ключе, как вы это представляли. Будьте готовы что-то переиграть. Вам это идет как будто по судьбе и несет значительно более позитивной энергии, чем вы это могли предполагать. По крайней мере, узнать, что же это такое. Да, у кого-то деньги, решение вопросов разного плана. Я бы сказала, все-таки тут вот есть какие-то у вас взаимоотношения очень для вас важные, которые могут быть как сам проект или бизнес-проект, или по работе тут какая-то такая задумка у вас проходит, или построение карьеры. Вы получаете не только известность, признание, но тут этот проект может принести и деньги. Или вот этот тандем двух людей, который тоже может вылиться не просто, как я говорила, в сентименты, любовь, чувства, может быть, они и есть, или какую-то приятность временную. Нет, а это может перерасти в надежную дружбу. Хотя я не исключаю, что здесь будут важные разговоры, которые касаются именно насчет денег. И вот по части денег вам нужно будет принимать какое-то хладнокровное решение. Тут будет и тот проект, когда себя придется проявить, мои дорогие, будьте готовы. То есть вот есть какая-то тропинка судьбы, дорожка, да, когда вам не переложить это на кого-то, а именно сделать самим придется, довести до ума, довести до конца. Вот будьте к этому готовы. Это тоже как важное событие, и от этого зависят ваши перемены. К чему приготовиться? Судьба расчищает путь. В чем? В том, что застряло, в том, что было словно в подвешенном состоянии или было в каких-то неправильных обязательствах. То, что было вами взято, может быть, как обязательство или подписание какого-то документа, а здесь вы захотите пересмотреть это или пересоставить контракт, может быть, и рабочий, может быть, и брачный контракт, кто его знает. Но то, что именно стояло на паузе, как нам судьба расчищает путь, что это такое? Тут явно будет какое-то предложение, но по рыцарю Пентаклей, во-первых, это самый медленный рыцарь, поэтому быстро что-то не пойдет. Правда, мы где-то с вами уже говорили, что тут не просто дистанция до конца лета, а что-то будет продолжено. И вот представьте себе, какая-то тема, если мы говорим Плутон, владыка тоже где-то, ну не только это как царство подземного мира, да, и какие-то богатства, сокровища, или это та история, которая нам хорошо знакома. Но все-таки это очень такая емкая планета, которая где-то с нашей кармой, ну, если мы еще и добавим ретро-Сатурн, Август, то есть те вопросы мы говорим как по судьбе. И та ситуация, если у кого-то проигрывается, что сконцентрировалась какая-то тема или проблема на конец мая или начало июня, тогда ретро-Плутон нам будет подсказывать, ты не торопись, в течение лета, до середины, вот именно октября, пока у нас в ретро-движении Плутон, у тебя какая-то тема будет прояснена. Более того, она будет прояснена с какими-то новыми положениями, новостями, с какими-то пунктами, может быть, новыми. То есть ты найдешь все равно, но ты будешь видеть более емко, или ты будешь видеть с какими-то дополнительными нюансами. Поэтому определенно, ну, даже если зависло что-то, тут не надо с места в карьер. Тут именно поступательное движение, когда продумываем каждый шаг. Это к чему приготовиться. Судьба сама расчищает путь, потому что именно то, что зависло, у вас сейчас должно быть как-то пересмотрено. Ну давайте, что это еще? В конечном итоге какой-то праздник вас
должен ждать, или то, что, как, знаете, у вас решится какой-то так вот планомерно, пошаговый вопрос, когда вы им останетесь довольны. У кого-то это может быть история по отношениям, снова повторюсь. Причем хочется добавить, что для кого-то это было даже расставание, когда, может быть, на какое-то время люди расходились, и были другие партнеры для каждого. И вот для кого-то будет, может быть, соединение этого союза или, ну, как важная встреча. И вы знаете, тут вот будет еще какой-то этап, вам необходимо пройти, потому что как с вашей позиции, так и со стороны человека может быть недоверие. Здесь могут соединяться те людские тандемы, людские судьбы, когда люди друг друга знали много лет. И вроде бы, да, как басня, ужинки и прыжки мы все знаем друг друга, ничего нового. А тем не менее, что-то новое вы узнаете. Есть какая-то концепция, которая, ну, заставляет продолжать какой-то союз. И здесь вот так вот, знаете, оба будут действовать осторожно. Потому что каждый имеет какой-то свой интерес. И каждый может не договаривать что-то. Вот, кстати, я должна об этом сказать. Семерка мечей нам вообще призывает нас где-то быть хитрее и мудрее одновременно. Потому как, ну, мы не должны ошибиться. Мы должны какой-то очень правильный выбор сделать. Или как-то очень по-хитрому, по-умному выйти вот из этого застоявшегося положения, когда длительное время... Ну, не было ресурсов, не было возможностей, или какие-то были препоны внешние. Вот теперь они шаг за шагом как будто будут сводиться к нулю. Но было бы неправильно, поспешно, да, согласиться на что-то первое попавшееся. Мои дорогие, вам придется себя сохранять. Ну и буквально быть внимательным к вашему имуществу, к тому, что вы имеете. Все-таки не отменяет никто. Семерку мечей иногда ее называют карта вора, но... Вообще-то ведь по этой карте в первую очередь идет другое значение – забрать свое. И человек забирает свои 5 мечей. 2 он оставляет. Он просто проходит мимо, он смотрит лишь на них. Как будто думает, это не мое, мне не нужно. Свое не отдам. И не случайно же крадется ночью. Вполне вероятно, он просил днем вернуть то, что принадлежит ему. Не вернули. Тогда он принимает хитрое решение. Очень такое своеобразное, но я своего не отдам, поэтому каким-то альтернативным методом, вот так, крадучись, может быть, шаг за шагом, осторожно, он все-таки забирает свое. Поэтому будьте гибче в каком-то вопросе, мои дорогие водолеи. Вот есть что-то, что вот граничит с тем, что верю, не верю. Есть мои интересы, а есть твои интересы или чьи-то там еще. И, видимо, соединить придется, но ни в коем случае не так, чтобы вы оказались в каком-то зависшем положении. Или вы оказались в каких-то обязательствах. Если в торопях, подпишите какой-то документ. А документ, да, то, что написано пером, как говорят, попробуй ты потом измени. Поэтому будьте внимательны. Тут дважды нужно какую-то историю, как распытать, узнать, прежде чем дать свое согласие. Это наперед. И вполне вероятно, вот эти энергии будут сопровождать вас не только до конца лета, а будут важны до конца года. Так или иначе, путь к успеху. Но такой, знаете, не как широкое шоссе, а аккуратными шагами. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи. А я благодарю вас за ваши комментарии, за вашу помощь и поддержку, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.